Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как избавиться от глистов? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Как определить, есть ли у человека глисты? Глисты могут долго пребывать в организме, не подавая никаких очевидных признаков. Попав в организм человека при одном прикосновении к животному, при употреблении немытых фруктов и овощей. Важно знать, как понять, есть ли у человека глисты. Ведь последствия продолжительной деятельности глистов в организме могут обернуться для человека серьезными проблемами со здоровьем. Как выяснить, есть ли паразиты в организме взрослого? Как только глисты начинают свою деятельность в организме, вычислить их очень сложно. Поэтому на первичных стадиях заражения какие-то симптомы отсутствуют. Явные симптомы глистов в организме начинают появляться тогда, когда паразиты начинают размножаться и вести активную жизнедеятельность, буквально питаясь человеческим организмом и истощая его. Признаки пребывания паразитов у взрослых людей будут следующими. Понос, имеющий продолжительный или эпизодический характер. Этот симптом можно обусловить тем, что некоторые виды паразитов выделяют фермент, который провоцирует расстройство кишечника, а также и тем, что паразиты вызывают нарушение работы ЖКТ. Вздутие живота, газообразование, неприятные ощущения в области живота, запоры и застой желчи. Глисты, которые имеют крупные габариты, могут блокировать желчные протоки. В свою очередь, это вызывает запор. То же самое происходит, если паразиты размножаются и пребывают в организме колониями. Аллергия, которая происходит из-за того, что глисты ослабляют иммунитет, а также и из-за того, что жизнедеятельность глистов отравляет организм. И аллергия – это неспособность организма справиться с этими ядами и атакой. Синдром раздраженного кишечника возникает потому, что глисты постоянно раздражают стенки кишок, из-за чего они воспаляются. Боль в мышцах и суставах. Некоторые виды глистов могут проживать в суставной жидкости и травмировать мышцы, суставы, от чего появляются такие же дискомфортные ощущения, как при артрозе. Наличие дерматита, крапивницы, экземы и других кожных высыпаний. Угри, прыщи, выпадение волос, желтизна под глазами – все это говорит о глистах, так как они забирают из организма питательные элементы, которые необходимы для поддержания нормального внешнего вида. Малокровие. Симптом появляется из-за того, что паразиты присасываются к стенкам кишечника и высасывают кровь из сосудов. Резкое снижение веса на фоне расстройства ЖКТ и увеличение аппетита. Понять, что у человека есть глисты, можно, если хотя бы проявляются 5 из вышеперечисленных симптомов. Сам по себе скрежет зубами во сне никакого отношения к глистам не имеет. Это признак неполадок в нервной системе. Обнаружение у себя этих симптомов – первый этап. Последующие действия направлены на то, чтобы подтвердить диагноз и определить, какие именно паразиты атаковали организм. Методы диагностики глистов. Единственное, что может сделать человек в домашних условиях, чтобы определить наличие паразитов, это обратить внимание на характерные симптомы. Дальнейшие действия – обратиться к инфекционисту и пройти ряд процедур, которые помогают установить, есть ли паразиты в организме или же симптомы вызваны другими заболеваниями. Обследование на тот или иной вид паразитов включает в себя следующие процедуры. Анализ кала на яйца глист. С первого раза в кале может быть не обнаружено гельминтов, если они еще не успели сильно размножиться. Поэтому рекомендуется сдавать анализ повторно, оптимально 3 раза. Когда глистов у человека много, то с первого раза в кале будут визуализироваться цисты гельминтов. Соскопногельминты. Наклеивание липкой ленты или скотча на анальное отверстие. Дело в том, что паразиты обитают в ягодичной области и промежности, куда попадают из анального отверстия. Там они откладывают яйца. Данный скотч-тест передается в лабораторию для исследования. УЗИ иногда помогает визуально обнаружить паразитов в органах. КТ – компьютерная томография. Проводят для того, чтобы изучить размер и точное местонахождение паразитов. Проводят только в том случае, если паразитов не удается рассмотреть на УЗИ. МРТ проводится, когда исследование КТ не дает полной картины. Что нужно знать про анализы на яйца глист? Чтобы не пересдавать анализы, важно учесть несколько нюансов при сдаче кала на яйца глист.
Делать забор материала для анализа, то есть кала, нужно примерно спустя 2-3 часа после приема пищи. Опорожнение кишечника должно произойти не позже, чем за сутки до анализа. Наиболее точные результаты можно получить, если сделать анализ через 30 минут после опорожнения. Хранить материал для анализа следует в холоде, в закрытой емкости из пластика или стекла. Забор материала нужно производить с боков, в середине и с начала и конца каловых масс. Мазок на энтеробиоз. Дополнительно могут назначить такой анализ, как мазок на энтеробиоз. Он проводится следующим образом. Специальной палочкой санитар проводит в области между ягодицами, там, где располагается анальное отверстие. Именно такой анализ помогает выявить наличие остриц в организме. Иммуноферментный анализ. Наиболее точный способ определить, есть ли в организме глисты, это сдать иммуноферментный анализ. Этот диагностический метод предполагает сдачу крови из вены несколько раз. Этот анализ позволяет выявить иммуноглобулины, которые вырабатываются, если организм поражен токсичными отходами жизнедеятельности паразитов. Зачастую только этот анализ позволяет установить, есть ли в организме лямблии, эхинококки и бычий цепень. Как определить, есть ли глисты у ребенка? Дети наиболее подвержены заражению глистами, что можно обусловить их тесным контактом с внешним миром, а также использованием общей посуды и санузлов в детских садах и школах. Поскольку родители не могут уследить за тем, что трогает ребенок, им важно знать симптомы паразитов у детей, которые, в отличие от взрослых, проявляются намного ярче. У дошколят и детей школьного возраста признаки паразитов следующие: острая или ноющая боль в животике, вздутие живота, понос, запоры или рвота, выраженная апатия, вялость. Есть ряд дополнительных симптомов, по которым можно понять, что в детском организме поселились острицы, аскариды и лямблии. Ночной зуд в области анального отверстия, беспокойный сон, ослабленный иммунитет и частые простуды на фоне этого. Кроме того, что родители должны насторожить перечисленные симптомы, они могут провести и домашнее тестирование на паразитов у детей. Есть два способа, как это сделать. Утром следует приложить скотч к анальному отверстию ребенка, затем рассмотреть этот кусок скотча под лупой. Если есть паразиты, то на скотче будут видны их яйца. Можно рассмотреть кал ребенка, так как круглые черви иногда выходят вместе с фекалиями. Иногда детей тошнит, тогда в рвоте можно обнаружить остриц, которые выходят таким способом, когда в желудке их очень много. Очень сложно выявить наличие глистов у младенцев и у тех больных, у которых болезнь протекает в латентной форме. Так как в первом случае младенцы не могут заявить и рассказать о симптомах, следовательно, у родителей нет поводов для беспокойства. А во втором случае симптомы просто отсутствуют. Несмотря на то, что есть некоторые домашние способы определить наличие паразитов в организме, только путем лабораторных исследований можно установить этот факт точно. Именно поэтому важно уметь распознавать признаки пребывания паразитов в организме и вовремя обратиться в медицинские учреждения для диагностики. Только внимательное отношение к своему организму поможет избежать осложнений при паротитах, а также и их появления в целом. Черви-паразиты отравляют человеческий организм, затрагивая не только кишечник, но и легкие, мозг, печень и другие жизненно важные органы. В сегодняшнем материале мы рассмотрим вполне актуальный и важный вопрос – как избавиться от глистов. С этой целью в домашних условиях применяются средства собственноручного приготовления. Давайте разберем их во всех подробностях, чтобы скорее начать борьбу с глистной инвазией. Народные средства от глистов. Рассмотрите, как избавиться от глистов, используя народные средства в домашних условиях. Следуйте простой инструкции. Первое. Чеснок. Чеснок является мощнейшим противогельминтным средством. Он уничтожает абсолютно всех глистов, вне зависимости от их вида. Залейте 200 мл воды 50 граммами свежей чесночной кашицы. Настаивайте средство в стеклянной таре неделю в темном месте. Каждый день встряхивайте содержимое. Принимайте по 20 капель 3 раза в день за полчаса до приема пищи. Оздоровительный курс составляет 12 дней. Запрещается принимать средства при беременности, язве, гастрите и заболеваниях почек. Масло тыквы. Тыквенное масло прекрасно справляется с круглыми и ленточными червями. Принимайте его 2 недели по 1 чайной ложке за полчаса до трапезы. Такое средство запрещается принимать при сахарном диабете и желчекаменной болезни. Коньяк. Для устранения гельминтоза достаточно принять 80 мл горячительного напитка. Только перед этим разбавьте его таким же количеством черного чая. Особенность процедуры в том, что ее необходимо проводить ночью на протяжении 5 суток. Спустя 10 дней при необходимости повторите курс.
Средство противопоказано при беременности, гипертонии и проблемах с ЖКТ. Лук – еще одно эффективное средство, которое помогает как избавиться от глистов, так и предотвратить их дальнейшее появление. В домашних условиях приготовьте настойку. Очистите и мелко порубите луковицу среднего размера. Залейте кашицу стаканом фильтрованной воды. Настаивайте ночь. Примите средство разом после пробуждения на голодный желудок. Масло льна. Льняное масло справляется со всеми видами гельминтов, за исключением аскарид. Принимайте его по 1 чайной ложке до 5 раз в день за полчаса до трапезы. Лечение осуществляется на протяжении 2 недель. Грецкие орехи. Очистите и измельчите доступным способом 4 столовые ложки зеленых грецких ядер. Залейте сырье стаканом кипятка. Настаивайте полчаса, процедите. Выпейте готовое средство за день в 4 приема. Далее примите слабительное. Как избавиться от глистов у детей? Нередко дети сталкиваются с проблемой в виде глистной инвазии. Поэтому важно знать, как избавиться от глистов в этом случае. Воспользуйтесь одним из средств в домашних условиях. Морковный сок. Приготовьте 200 мл морковного сока и примешайте к нему кашицу 2 чесночных зубков. Дайте ребенку выпить на голодный желудок. Проводите процедуру 1 раз в сутки на протяжении 20 дней. Клизма. Клизма отлично уничтожает круглых червей. Для этого соедините 2 столовые ложки льняных семян, 100 грамм перетертого чеснока и 250 мл фильтрованной воды. Прокипятите состав треть часа. После остывания ставьте клизму незадолго до сна на протяжении 3 дней. Профилактика появления глистов. Выпивайте в течение 1 недели на голодный желудок 200 мл свежевыжатого морковного или томатного сока. Регулярно включайте в рацион чеснок, семена тыквы и лук. Заправляйте салаты маслом льна. Чаще добавляйте в блюдо приправы в виде куркумы, гвоздики и перца. В течение 3 дней съедайте по 2 небольших граната. Как избавиться от глистов, мы разобрались. Ознакомьтесь с самыми популярными народными средствами, которые можно приготовить в домашних условиях. Регулярно проводите профилактические меры и чаще потребляйте продукты, которые предотвращают развитие глистной инвазии. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.